Грижа міжхребцевих дисків – це серйозне захворювання хребта, яке здатне зіпсувати життя. Як виникають грижі, як не допустити їхньої появи, які існують варіанти лікування і чи можна уникнути хірургічного втручання. Про все це просто зараз будемо говорити. Наш гість В'ячеслав Васильович Гаража-Петровський, лікар-реабілітолог, розробник унікальних медичних установок. Це програма «Здоров'я-діалог» і тема – лікування хвороб хребта без ліків та операцій. Долучайтесь, ми розпочинаємо. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. В'ячеслав Гаража-Петровський, лікар-реабілітолог, розробник унікальних медичних установок. У багаторічній практиці лікаря-реабілітолога В'ячеслава Гаражі-Петровського сотні випадків успішного виліковування серйозних хвороб без ліків та операційного втручання. Його методика застосовується при лікуванні остеохондрозу, радикуліту, хронічного головного болю, гриж хребта, підвивихів тазово-стегнових, колінних і гомілково-стопних суглобів, а також сколіозу і кіфозу. До створення установки «Гарпет» В'ячеслава Васильовича привела власна проблема. Після підняття важкого вантажу в нього виникли проблеми з попереком. Жодні ліки не позбавляли болю. Через рік страждань лікар вилікував себе сам за допомогою пристрою. На його рахунку 5 унікальних розробок. Перед тем, как рассказать, как лечиться, давайте все-таки расскажем о природе возникновения грыж. Что это такое и почему они появляются? Поднятие тяжести, питание несбалансированное. Отсутствие, наверное, спортивных занятий, Да, активности, сидячий можно образ жизни. поднять, значит, тяжести и иметь грыжу. А можно и так просто на подушке лежать или чихнуть. Вот. Да вы что? Да, много разных, значит, причин есть. Сколиозы, остеохондрозы. Впоследствии Вот могут привести к этим проблемам? Сколиозы, остеохондрозы, это может привести к таким результатам, которые, может быть, значит, характерно влияют на состояние человека. Сколиоз – это S-образный вид заболевания, а кифоз – это когда спина к низу идет, понимаете. Так, гнет человека к низу. И я занимаюсь этими патологиями. Больше стало случаев со сколиозами и кифозами? Это спокон веков болезнь. Нужно двигаться, нужно спортом заниматься надо. Бывает, что люди грыжи закачивают тяжестями, вот, гирями. Эта тема грыжи, так, они существуют спокон веков. И они были, есть и будут, эти грыжи. Правильный подход к этой к этому заболеванию. И тогда можно, значит, добиться желаемых результатов. Защитить свой позвоночник и избежать появления грыжи возможно? Практически невозможно. Угу. То есть все в зоне риска? Все в зоне риска, совершенно верно. И каждый человек может, я же только что говорил, что можно на подушке лежать, чихнуть, и все, и проблема будет. Мы все можем носить грыжи и не знать об этом. Это смотря, где ущемление корешка идет, межпозвоночных дисков, корешок ущемлен. И тогда нам сигнал подается в мозг, и человек определяет, где симптомы, зазвенел. на которые нам стоит обратить внимание и понять, что что-то в организме неладное. Давайте их перечислим. Симптомы, где есть зажим корешка. Так, если в шейном отделе, конечно, это будет и депрессии, и головные боли. Это все выводит человека с равновесия. Так. Боли, вялотяжущиеся боли, начинающиеся только боли. Поболело и прошло. Но потом начинаются проблемы. Больше, еще сильнее болит. Переходит человек на инъекции, на капельницы, вот, на таблетки. Можно лечить человека без этих вот химий. Ну, я это все годами это все исследовал, понимаете, так. Как доктор, расскажите, пожалуйста, в чем опасность хирургического вмешательства? В чем опасность? Во-первых, по моим наблюдениям, сделали операцию грыжи, через сколько-то время появляется 2 грыжи. Ну, врачи разводят руками, ну что ж, бывает. Сделали операцию, значит, ну, получилось освободить корешок. И не получилось, это никто это не знает, понимаете, так. А там уже как получится. Они не убирают причины.
я смещен позвонок, так, вот, сместился позвонок, так, образовалась протрузия или грыжа, так, вот, значит, они удаляют просто эту капсулу, которая вышла за пределы, да? Да, устраняют, так. Они не подтягивают позвоночник, чтобы он работал ровненько, так. А ведь если не решена сама причина, то это будет и дальше появление этих грыж. Да. Я как пациент и как человек, у которого действительно есть эта проблема, когда у меня встал вопрос по операции по поводу межпозвоночной грыжи, я остановилась, потому что, во-первых, это позвоночник. Так что, вы на операцию предлагали, да, я отказалась. Во-вторых, это в шейном отделе. Я побоялась. Правильно. В чем действительно? Во-первых, это, значит, непредсказуемая дальнейшая судьба человека. Лет 5 назад был в САКО. Был в институте Бурденко, там, где колясочники вот эти ездят, молодежь. И тоже жалеют о том, что они совершили ошибку. Что произошло после операции с ними? Ноги отказали. 2 женщины подходят, а они в нейрохирургию ездили. И у одной и у другой грыжи были. Давай пойдем к этому человеку, все-таки пролечимся, и не надо операцию никакой делать. А та говорит, да нет, я пойду на операцию. Та, которая с Винницы пошла на операцию, значит, ее до сих пор возит муж на коляске. Да так? Вы что, отнялись ноги? Да. А та, которая ко мне пришла, она до сих пор живет и радуется. Ко мне приходят люди, пациенты. Я не знаю, почему не идут на операцию. Есть альтернативы. Не идите на операцию. Так? Я не знаю, может, это мода у людей такая, просто идти на операцию или не хотят идти. Я не знаю. Я разработал станок, как врач-реабилитолог, инженер, изобретатель. Я изобрел долгие годы, конечно, исследовал и наконец-то изобрел такой станок, который существенно помогает при этих состояниях, при этих болезнях, грыжи, протрузии, смещения. Вы так скромно об этом говорите, презентуйте, потому что это ваше изобретение. У вас не одна разработка, а какой сегодня будем говорить? Среди 5 своих изобретений, запатентованных, я выделяю Гарпет. Это установка, которая прошла клинические испытания и утверждена Министерством здравоохранения к применению. Все. Эта установка в реестре числится как медицинский аппарат. Это не профилактор, это не какой-то тренажер, а это медицинская аппаратура. Чем отличается ваша установка Да, ведь от других? создано много установок, разных установок. Они лечатся на спине. На спине человек лежит. А у вас? А у меня вот в чем заключается секрет. А у меня на животе человек лежит, понимаете? Спина у меня под руками. Там на позвоночнике червяки, уплотнения, спайки, хрящевидное разрастание, все такое. Вот. Надо почистить позвоночник. Корабль чистить от ракушек, днище корабля. Люди чистят и замедляют ход. Поэтому и это надо почистить позвоночник. Когда и кровообращение пойдет, а кровообращение должно пойти от кончика пальцев ног до кончика пальцев рук. Все время кровообращение работает. Днем и ночью, понимаете, так? А там получается копчик, вот и часто копчик проработаешь, в ноги жар пошел, говорят люди, понимаете? Я ж наблюдаю за людьми. Вот. А жар пошел, это открылось кровообращение, пошло в ноги, а там было зажар. Почему и тромбофлебиты, венозные разные заболевания, но никто в мире не додумался, потому что прошло 50 стран патент. Вы так скромно рассказываете, надо кричать об этом. Да. Но изобретение это гениально, проблема. Это гениальное изобретение, которое лечит грыжи, протрузии. От позвоночника все зависит. И вся жизнь человека зависит от позвоночника. 7-й позвонок шейного отдела позвоночника – это ток крови, слабый отток крови. Из-за этого и получается инсульты. Пожалуйста. И все. А грудное отдел, 2-й позвонок и 3-й позвонок – это инфаркт. Вот лечите позвоночник, и никто не будет ни инфарктов, и ни инсультов не будет получать. Я часто наблюдаю, что 5-й позвонок идет частоты на сердечную мышцу, и получается тахикардия. Вот. И от этого получается экстрасистолия. Когда я, работаю, шейным отделом, с грудным отделом, часто пропадает давление.
гипертония. Изобретение есть изобретение, лечение есть лечение, оно эффективное, оно работает, и дай бог, чтобы оно еще приносило пользу людям на века. Это новое, это новшество, которое нигде в мире нет, понимаете? Так? Вот. Почему оно и утверждено Минздрава Украины? А что происходит при этом лечении? А грыжи втягиваются, отправляются при этом способе лечения, при вытяжении. Они всасываются, понимаете, туда, откуда они вышли. И потом, когда назад, они закрываются. Только нужно почистить и позвоночник. Так? И поставить все на место. И поставить все, и разумно поставить все на место. Ну, так, ну как поставить? Ну, это моя уже специфика лечения, что я ставлю это все, понимаете? Так, это надо действительно обучать, надо программу сделать, надо, чтобы мне государство помогло. 1000 людей пролечены. 1000 избавленные от тяжелых недугов. И поставить это все на промышленный на поток. Промышленный, И, все. чтобы... И запустить станки. Они нуждаются и во всех странах. Но то, что поддержка государства должна быть, это 100%, потому что это проблема, которая касается каждого украинца. Ко мне обращаются уже люди, которые прошли, значит, врачей, капельницы и все такое. Оно ничего не помогло. Потому что смещенный позвонок и надо поставить на место. Но я хочу вас все-таки детальнее расспросить принцип его работы. Он очень простой. А все гениальное просто. Да, вот и, как говорит, все гениально просто, да. Он очень простой, но эффективность заключается в том, что там есть дозированные вытяжения, и в этом и заключается секрет. Значит, турники и другие методы растягивания не настолько эффективны, настолько вот дозированное вытяжение, вот это, которое, значит, изобрел. У вас многолетняя практика. Были ли у вас случаи, когда пациенты годами обращались к профильным докторам, кардиологам, гинекологам, да. Я не знаю, невропатологам, но при этом проблема не решалась, потому что основная проблема была и причина болезни в позвоночнике? Были такие случаи? Конечно, были такие случаи. Миллионы людей страдают. И не только на Украине, и во всех странах люди страдают. Ко мне приезжают и с Америки, видите, вот, и из Германии. И родители пролечились и звонят туда, в Америку, что здесь вот есть человек, который занимается этими грыжами. По поводу вашей установки. Ее можно приобрести в домашних условиях, использовать? Либо надо обращаться в клинике? Как добраться до вашей установки? Я изобрел 2 варианта установок. Значит, домашняя и стационарная. Стационарная — это когда я уже тяжелое состояние, когда нужно вдвоем переворачивать человека, когда крики. Таких людей я сразу говорю так: таблетки не принимать, пояса поснимать вот эти вот за 6-7 приемов, не надо 20. И полная реабилитация идет за 6-7 приемов. Это чудеса. Чудеса. Да, конечно, чудеса. Так, тяжелые пациенты под вашим присмотром проходят лечение. С этим мы разобрались. Тот вариант, который для домашнего использования. Рассказывайте о нем. Я увидел, что люди с сел, с райцентров, они не могут приехать, значит, в центральные города. Так? Они тоже на тяжелых работах поднимают, очень тяжело работают сельские труженики. Поэтому я для них изобрел установку, значит, домашнего использования. Она небольшая, 1,15 м, 41 сантиметр ширина. Гибкая лестница. Она скручивается, как коврик лестница. Ага, то есть легкая в транспортировке. Да, она, ручка есть, и она как чемодан. Я написал инструкцию на эту установку. Она тоже очень простая. Над какими еще изобретениями сейчас работаете? Над изобретением, уникальным изобретением мне удалось при помощи, значит, вытяжения и теплового излучения, которого я разработал, так, установку по детской нефрологии. И больше я ничего не могу говорить, потому что это секрет. Потому что это секрет, потому что это еще не запатентовано. Да, это не это секрет мой, понимаете? Я очень сейчас, слушая вас, горжусь тем, что это все происходит в Україні. Ви українець, изобретення в Україні. Да. Спасибо. Да. На цьому зараз ставимо крапку. Сьогодні говорили про міжхребцеві грижі, варіанти лікування та як вирішити проблему без хірургічного втручання. Нашим гостем був В'ячеслав Васильович Гаража-Петровський, лікар-реабілітолог, розробник унікальних медичних установок. Залишайтесь на 8-му та будьте здорові!